Всем привет на канале Грибоед. Сейчас середина лета, курортный сезон, время отпусков. А для грибников и грибоедов это начало плодоношения гриба, который по своим ценным качествам не уступает даже царскому белому грибу. В Польше этот гриб называется панский гриб, а у нас польский гриб. Если хочешь паном стать, польский надо собирать. Ну что ж, вперед за панским грибом. Пошли. Первый гриб, который мне встретился, это колибия широкопластинчатая. В народе его называют гриб-денежка. Говорят за то, что в молодом возрасте шляпка имеет аккуратную округлую форму. Колибия – это съедобный гриб, хотя и не обладает шикарными вкусовыми качествами. Но появляется он ранней весной, когда других грибов еще нет. Поэтому весной знающий грибник с удовольствием возьмет гриб-денежку в свою корзинку. Тем более, что колибия вполне годится для засолки или отваривания. А вот какие два красавца прямо в зелени спрятались. Совсем молоденькие и симпатичные. А вот что на полянке притаилось. Маховичок. Интересно. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка. Опа. Вот какие, смотрите. В глубине прямо. О, какая нога закрученная у него. Ха-ха. Смотрите. Прелесть. Скажите. Супер. А вот еще. А вот еще малютка. Малютка. И вот еще. Два красавца. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. И третий. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, вот такая симпатичная кучка, прям на одном месте. Ха, красота. Так, а вот маленький. И вот еще один. Вот видите, как на одной полянке вот такое количество небольшое. Но все-таки есть. Текс. Оп. Чистюля. Так, ну этот тоже чистюля. Вот эти два. Какая прелесть. Супер. Ну, малютка, понятное дело. Все, кладу в корзину, естественно. Такую красоту. А вот, друзья, какая радость! Первый в этом году польский гриб. Вот он, посмотрите. И не один, здесь аж два польских. Ух ты! Вот это удача! Красота! Так. Оп. Так, один. Оп. Оп, второй. Это же другое дело. Это
Это же совсем другое дело. О, вот какие два красавца. Сейчас срежу, посмотрю, какие они внутри. Так. Посмотрим. Оп. Шикарный гриб. Ни одного червячка. Ну, такая парочка. Ну что ж, кладу в корзину, иду дальше. Как интересно, сегодня в этом лесу вот малюпусенькая сыроежечка, совсем маленькая. Как я увидел, даже удивительно. Оп. А нет, ребята, это не сыроежечка. Это маленький масленок. Ха-ха. Какая прелесть. Какая прелесть. Надо рядом искать теперь. Так. Ага. Уже что-то вижу. Уже что-то вижу. Польские только-только начали вылазить. И вот вам, смотрите, какая красота. Два брата-акробата. Ха-ха. Нет, три даже. Три. Совсем малюпусенький растет. Ну, конечно, я его уже поврежу немножечко. Он уже, наверное, не вырастет. Ух ты, как глубоко. Ага, вот. Вот, смотрите. Да, немножко шляпку я оторвал. Ну что делать? Но все равно два вот таких симпатичных полячка. Польский гриб часто называют и боровиком, и маховиком, а в Польше это панский гриб. Кстати, Европу познакомили с этим грибом именно поляки, когда начали продавать его европейцам. Гриб нам очень понравился, и его стали называть польский гриб. Панский гриб обладает огромным множеством полезных свойств. В его состав входят более 15 аминокислот, которые влияют на память человека, снижают риск развития атеросклероза и повышают активность мозга. В панском грибе очень много витаминов группы В. В этом гриб может соперничать со многими овощами и даже со злаками. Поэтому регулярное употребление этого гриба укрепляет и поддерживает нормальную работу нервной системы и даже обновляет нервные клетки. Кроме этого, используя в пищу польский гриб, вы очищаете организм от шлаков, улучшаете состояние волос и ногтей, удаляете из почек песок и мелкие камушки и нормализуете давление. Гриб даже оказывает профилактическое действие против злокачественных заболеваний. В кулинарии этот гриб тоже бесподобен. В интернете можно найти огромное количество разнообразных рецептов блюд с участием польского. Наверное, в этом он лидер среди других грибов. Его можно варить, жарить, солить, сушить и мариновать. Вот уж действительно панский гриб. А вот я опять, по-моему, что-то вижу. Опять что-то вижу. Да. Ха-ха-ха. 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 Вот. Вот один какой красивый. И вот еще рядышком. И рядышком второй. Ха-ха. Да. О. Красивый полячок. Очень красивый. Так. И этот совсем не хуже. Так. Смотрим. Оп. Ха-ха. Прелесть, да? Оп. Еще одна прелесть. Иду дальше. Вот, посмотрите, один. Чуть дальше. Во, какой красавец. И еще дальше. Вот какой красавчик. Лето 2020 года. Грибного, я надеюсь, года. Все идет именно к этому. Вот они. Вот. И вот рядышком еще один.
Вот так вот. Ну, естественно, не забуду про этот. О, вот такой вот. Есть? Такое ощущение, что польский гриб только-только начинается. Попадаются в основном молодые, даже маленькие экземплярчики. Вот как и в этот раз. Вот такие два притаились. Ага. О, хороший гриб сегодня. Молодой, красивый. И не червивые. И еще один, и еще один. Еще один поляк. Вот он. Летний польский гриб. Ой, оторвал я, конечно, ногу ему, но ничего. Вот он какой. Симпатичный. А вот еще супер польский гриб. Ой, какой. Ага. Сверху похож даже на белого. Вот так вот. Ну что, будешь ты срезать? А ну давай, Алла, срезай. Оп. Профессионально срезала Алла. Молодец. Ну покажи. Не червивый, нет? Да. О, шикарный гриб. Шикарный. Какую красоту я нашел. Маленький старый пенек. И на нем 3 вот таких малолеточки. Маленькие, совсем еще молодые поляки. О, какие. О. Один. Вот. Второй. О. И совсем ребенок. 3. Вот они. 3 братика. Ха. Так. А это что? А это что, ребята? Что это? Что? Ага. Ёлки-палки, я-то думал, что белый гриб. А это, похоже, старючий, здоровый маслюк. Так, о! Да! Смотрите, какой. Какой прикольный. Не, ну это, конечно, прикольный. Но, наверное, червивый. Я так думаю. Оп, да. Да. Полностью причем. Ну, слушайте, бывает разочарование, правда? Бывает. Ну, ничего не поделаешь. Даже так, для эксперимента разрезаю пополам. И вижу... Все. Лежи, брат, лежи, отдыхай. Может, на твоем месте... Может, на твоем месте появится другой. Так. Да, неплохой сегодня денек для грибочков. Неплохой. Ого! Опачки! Опачки! И сюрприз опять в конце прогулки грибной. Посмотрите. Ого! Вот такой здоровенный. Вот такой белый гриб, смотрите. На солнышке пригрелся. Хе-хе, здоровяк. Не факт, что он хороший, конечно. Но насколько приятно. Гляньте на него. Какая красота. Это просто чудо. Огромная шляпка. Огромная просто. Смотрите. Вот моя рука, чтобы было понятно. И вот шляпка этого гриба. Вот она какая. Да. Вот это грибочек. Так, ну, друзья,
О, такой момент интересный, хочу же его сорвать. О, 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 о. Ты посмотри. Надо же как-то выкрутить или что? Ну да. Оп, оп. Так. Ой. Да, старый уже. Старый-престарый. И вот буквально на расстоянии 2 метров еще вот такой вот красавчик. Ха-ха. О. О. Вот такой грибочек. Супер. Суперовский, с толстой ножкой. С толстой ножкой. Такой красивый. Так, вокруг. Ой, и еще малюсенький. Смотрите. Разгреб листик, и вот еще один. Ничего себе. Вот это местечко. Вот это да. Вот это да. Та-ти-та-ти-та. Та-та-та-та. Ти-та-ти-та-ти-та-та. О, вот так вот. Смотрите, какой интересный. Смотрите, это он так вырос или его выели? Нет, это он так вырос. Вот такой вот формы, смотрите. Прикольный. Вообще прикольный. Ну и переходим к малютке. Ой, тоже какой-то такой интересной формы. Вот. О, смотрите. Смотрите, с этой стороны такой, а тут вот такой. Ха-ха. Но это его явно кто-то съел уже с одной стороны, да? Ага. Но, смотрите, да, в одном месте сразу 3 грибочка. Шикарных таких. Во какая замечательная у нас прогулка получилась. А вот еще сюрприз. А вот еще один сюрприз. Ха-ха. Ну, этот явно получше. Этот явно получше. Сейчас, подожди. Посмотрим. Он съеденный. А он съеденный, смотрите. Смотрите. И сидит вот такой едун. О, смотрите. И ползет. Смотрите, как быстро ползет, елки-палки. Так, отвали. О, эти. Вот такие вот красавцы и поедают лесные подарки наши. Вот, смотрите какой. Ползет. Все ему мало. И так он съел. Сколько гриба. Это ты один столько сожрал, а? Признавайся. Вот и закончилось наше сегодняшнее лесное путешествие с сюрпризом в конце. Ну, как всегда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до встречи на канале Грибоед. Пока!